Вы правильно поняли, 1,5 года на моем канале не было никаких роликов по КПД, и этот легендарный день настал. Сегодня я расскажу о новом мультсериале про будущее драконов, почему мы еще не увидели «Как приручить дракона 4», и как DreamWorks пытается возрождать франшизу, но уже в другом направлении. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня я вам расскажу, когда выйдет «Как приручить дракона 4». Поехали! Для начала хотел бы вам сказать, чтобы вы не забывали ставить лайки и писать комментарии. Ваша активность влияет на выход видео. Ваши лайки и комментарии помогают выходить видео в рекомендации, поэтому не забывайте об этом. Но не буду вас отвлекать, давайте начнем. Да, я, как и вы, думал, что «Как приручить дракона 4» не заставит себя долго ждать. И учитывая вполне оправданный хайп по третьей части, хоть и кассовые сборы третьей части вышли довольно посредственными, у меня было четкое понимание, что DreamWorks будут стараться сделать продолжение франшизы в кратчайшие сроки. Тем более, что посыл в третьей части на продолжение имеется, но из-за ряда факторов пока ни слухов, ни трейлеров, ничего нет по четвертой части. И сегодня мы выясним, когда их стоит ждать и стоит ли ждать вообще. Дин Деблуа, а именно этот человек и является создателем франшизы КПД и режиссером «Драконов», когда выпускал финальную часть, заявлял, что он был бы не против продолжения франшизы, но уже совершенно с другой историей и героями, намекая, что история Икинга завершена, и мешать в трилогии событий, делая конвейерные приключения, явно не стоит. Плюс он также в интервью заявлял, что «Как приручить дракона 3» — это последний мультфильм, над которым он хотел бы работать во франшизе КПД. Цитирую его слова для зарубежного сайта издания Collider. «Для меня это сделано. У меня нет франшизы, поэтому я не могу обещать, что там никогда не будет другого фильма о драконах. Нет, но я бы хотел бы надеяться, что если продолжение, даже если бы и было, я бы хотел бы, чтобы это была совершенно другая история и временная шкала, и совершенно про других персонажей, потому что для меня история Беззубика и Икинга завершена». И не лучше ли закончить после этих 3 фильмов? Я уверен, что есть люди, которые не хотели бы, чтобы это продолжалось вечно, и чтобы люди по итогу потеряли интерес. Я думаю, что покончить с этим, честно, лучше, чем позволять этому продолжаться и продолжаться. Таким образом, Дин был бы не против продолжения, но как режиссер и создатель новых приключений, он уже не хочет в этом участвовать. И что же делает DreamWorks? После «Как приручить дракона 3» мы видели в 2019 году короткометражку на рождественские праздники, который назывался «Возвращение домой». И по рисовке, сюжетной задумке было понятно, что это прямое продолжение трилогии драконов. Это действительно выглядит как каноничный мультфильм, так как мы видели и повзрослевших детей Икинга, и ночных сияний Беззубика и Дневной Фурии. Я тогда был уверен, что DreamWorks таким способом сместит акцент на детей Икинга и детей драконов и продолжит сюжетную историю про них. Но мой прогноз не сбылся, и в 2021 году мы не увидели продолжение нашей любимой франшизы. Конечно, скорее всего, помимо того, что после ухода Дина Деблуа из режиссерского кресла КПД сделать продолжение не хуже трилогии, это довольно-таки задача не из легких, даже для такой студии, как DreamWorks. Да и начавшаяся эпидемия, которая загнала финансовый кризис в кинотеатры, также могла поспособствовать этому. Но зато выходил мультсериал на Netflix, который, честно, мне сложно комментировать адекватно. Я посмотрел начальные серии 1-го сезона, когда он только вышел, и, честно, я был расстроен, так как весь мультсериал был сделан с упором на детей, да и к трилогии КБД Rescue Riders отношения особо никакого не имел. Когда только Драконы в 2019 году его анонсировали, я надеялся, что выйдет что-то наподобие Драконы и Всадники Олуха, но получили, что получили. Говорящие драконы, странная графика и совершенно новая история. После этого в поле «Как приручить дракона» было конкретное затишье. Никаких новых интервью от Дина Деблуа, режиссера мультфильма, никаких интервью от Джея Барушеля, актера, который подарил голос Икингу, и постепенно мои ожидания к выходу новой части также стали таять. И вот, наконец, можно после долгой истории о том, как получилось так, что мы до сих пор не увидели 4-ю часть «Как приручить дракона», перейти к новому мультсериалу, который совсем недавно вышел у DreamWorks «Драконы. 9 миров». Вернее, вышел лишь 1-й сезон. Скажу честно, сериал я уже посмотрел, но постараюсь без спойлеров раскрыть его потенциал. Если будет много активности на этот ролик, я запишу отдельное видео по новому мультсериалу. Первое, что бросается в глаза, так это
очень некачественная графика. Я думал, в Rescue Riders она плохая, но моментами даже она выглядит более детальнее, чем в 9 миров. Детализация мира, персонажей, совершенно отсутствие всех теней и даже анатомия персонажей дает о себе знать. И мы видим довольно посредственную картинку. Насчет сюжета мультсериала тут есть за что похвалить 9 миров. История происходит в наши дни, когда группа ученых обнаружила необычный разлом, а их дети, дети ученых, которые прилетели на изучение данной области, постепенно самостоятельно добираются до этого места и встречают драконов. Я думал, что в мультсериале будет более банальный сюжет, и скажу честно, он меня удивил. Но учитывая такое развитие КПД, давайте выясним, стоит ли вообще ждать новую часть. Конечно, учитывая, что Дин Деблуа больше не будет режиссером КПД, DreamWorks меняет сюжет драконов, и история будет теперь совершенно про других героев. Если мультсериал вполне зайдет фанатам, то, скорее всего, DreamWorks сделает еще пару короткометражек на манер «Возвращения домой». И при должном успехе этих короткометражек студия уже задумается, а стоит ли делать спин-офф о франшизе КПД. Но могу вам сказать сразу, что, скорее всего, учитывая посты и интервью Дина Деблуа и съемочную группу, которая работала над трилогией франшизы, продолжение истории Икинга и Беззубика мы больше не увидим. Третья часть стала заключительной, и продолжать доить уже полюбившихся героев точно никто не будет. Но вселенной есть куда развернуться. И поверьте, учитывая многогранность сюжета, авторы вполне могут рассказать как историю детей, что Икинга, что Беззубика, так и вовсе подать сценарий с новыми персонажами, как, к примеру, сейчас сделано в мультсериале «Драконы 9 миров». Как приручить дракона 3? Это долгострой студии. Авторы более 5 лет разрабатывали мультфильм, меняя концепцию и наработки, и полировали его до блеска в плане графической составляющей. Замечу, что Дину было важно, чтобы мультфильм выглядел как реалистичный, чтобы зритель верил всей этой картинке. Поэтому даже если и будет продолжение, уверен, оно выйдет также не скоро, так как студия захочет выпустить по-настоящему качественный проект. Черновые сценарий к третьей части. В интервью Дин отвечал на вопросы насчет добавления драга в третью часть. Его появление добавило бы нотку ностальгии для фанатов второй части. Но из-за мешанины сценария от этой идеи решили отказаться. Так же, как и от идеи показа взросления детей Астрид и Икинга. Поначалу авторы хотели показать, как растут дети у наших персонажей. Но потом поняли, что добавление этих сцен возьмет слишком много экранного времени. Так что если студия решит сделать продолжение, ответвление, было бы неплохо рассказать про взросление детей наших героев и, возможно, показать воспоминания со злодеем Драго Блудвистом, который так сильно понравился фанатам мультфильма. Мои прогнозы по продолжению франшизы КПД. Честно, не хочу лишний раз вас обнадеживать насчет будущих проектов. Сейчас вышел мультсериал, давайте дождемся рецензий, актива от фанатов и глянем, как дальше уже будет развиваться франшиза. Мне действительно хочется, чтобы DreamWorks не забрасывали КПД и пускай ответвлениями от классической истории Икинга, но продолжили развивать вселенную драконов. Она очень обширная, очень глобальная и интересная. У нее действительно есть потенциал стать снова величайшей и продолжать радовать фанатов. Для меня этот выпуск, так же как и для вас, я надеюсь, является легендарным. 1,5 года тишины от DreamWorks и роликов от меня. И тут бац, без предупреждения они выпускают новый мультсериал. Это уже хоть пускай и небольшое, но движение вперед в развитии драконов. Я очень люблю эту трилогию, и олды моего канала знают, насколько она мне дорога. Поэтому верим в ее будущее и то, что DreamWorks нас снова порадует какими-то проектами по драконам. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Как я вам говорил, 500 лайков и новые видео будут ходить активнее. Также у меня есть два канала. На одном я показываю разборы сериалов и фильмов, а на другом я прохожу Disney игры. Зайдите, гляньте, может вам что-то понравится. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока.